Друзья, почему Smart TV Box все-таки лучшее решение для вашего телевизора, даже если он смарт и, скажем так, небольшой сегодня у нас такой треп будет насчет Smart TV, насчет TV-боксов, в чем все-таки TV-боксы выигрывают и почему именно, знаете, это вот панацея даже для тех телевизоров, которые оснащены Android TV. Так вот, это все мы обсудим на канале Технозон. Поехали. Смотрите, вообще существует огромное количество различных у нас платформ. Я вам сейчас могу сказать, какие. Мы сейчас видим самые распространенные. Это LG WebOS, это от Tizen у нас на Samsung, это у нас Vida, это Hisense и DeX, да, у нас DeXP вообще. Это Android TV, одна из самых распространенных платформ для смарт-телевизоров. А также есть Google TV, которыми сейчас уже оснащаются современные телевизоры, которые там, допустим, Sony, я уже делал обзор, он был на Google TV, да, и многие другие уже тоже переходят на Google TV платформу. Но существуют еще такие малоизвестные платформы, вот я даже себе выборку делал, на Harmony OS это Huawei Honor, на Safi это Philips когда-то выпускал, ну такое себе решение, конечно. Есть еще у нас My Home Screen, тоже Panasonic и Philips баловались. И, честно вам говорю, это очень нераспространенные системы, по крайней мере в наших широтах, поэтому на них мы обращать внимание не будем. Но что каждая из них представляет из себя и почему именно ТВ-боксы намного интереснее, чем вот эта встроенная смарт-функция, и почему их нужно, скажем так, покупать. Ну давайте так, подписываемся, нажимаем колокольчик, поучаствуем в акции именно на момент съемки этого видео розыгрыш PlayStation 5, уже 5-го за этот год на нашем канале, и условия лежат в описании под видео, вернее ссылочка на условия. Давайте, поехали. Смотрите, перед собой вы видите LG, это смарт-телевизор LG, WebOS, достаточно интересная операционная система, из всего того набора, который здесь есть, не Android TV, она мне нравится больше всего. Объясню почему. Потому что у нее в маркете самый беспроблемный набор приложений. То есть вот здесь есть и IPTV приложения, типа OTT-плеера, и Netflix, и Ivi, Megogo, в общем-то, это в основном весь стриминг. Плюс есть Media Station X, где можно поднять лампу, Fork Player и тому подобные приложения, там OTT-плеер от Alexa и подобные, то есть, ну, в общем-то, есть ассоциированные приложения. Но давайте подумаем, что мы имеем. Нативного приложения по проигрыванию, допустим, тех же самых фильмов онлайн, ну, не из стриминговых сервисов бесплатно, конечно же, нет. То есть мы с вами, ну, полностью бесплатно, я имею в виду, мы с вами имеем урезанную операционную систему тупо для стриминга. Да, здесь работает, допустим, Netflix с Dolby Vision, да, здесь все хорошо, все красиво, но об этих недостатках, общих недостатках смарт-телевизора мы сейчас дальше поговорим. Следующее это Samsung от Tizen, вернее Tizen от Samsung, у меня уже Samsung от Tizen идет, и здесь тоже очень урезанная такая себе платформа, куда, заливка приложений, да, забыл. На LG WebOS, кроме этого, можно заливать приложения, но это целый, скажем так, квест. У меня есть видео, мы там ставили некоторые плагины, есть группа в Телеграме, ссылку мы разместим в описании под видео. Если вы ставите плагины, то, пожалуйста, можно рутовать, можно даже торсерв сюда накатить. Но, как показывает практика, достаточно мощные телевизоры для торсерва, они стоят дороже, и, вы знаете, люди, которые платят это дороже, они не будут с этим колупаться. А те телевизоры, которые подешевле, ну, большие торренты однозначно выгружают этот торсерв из телевизора, уже видел не раз. По Tizen то же самое. Установка приложений через одно место, через костыли, через Tizen Studio, еще там огромное количество разных моментов. Мы тоже обзор разместим в описании под видео, как и ссылку на группу. Но очень урезанная платформа по сравнению с LG WebOS. Здесь на порядок меньше приложений, допустим, для просмотра IPTV. IPTV здесь тоже через костыли. Есть стриминговые приложения типа Netflix, Megogo и тому подобных, но вообще закрытая платформа, она мне вообще не нравится. Поэтому я до сих пор на Tizen не перешел. Vida — это просто шедевр. Это шедевр
телевизора операционно-системного строения. Я вам объясню почему. Потому что установить стороннее приложение, мы когда-то делали обзор тоже, как установить стороннее приложение, но постоянно эти маркеты сыпятся, постоянно эти ссылки сыпятся, никто не хочет платить за хостинги, донатов ни от кого не дождутся авторы, да, там этих каких-то маркетов частных. И в конечном итоге эта вида болтается, и на нее тоже только стриминг-сервисы можно установить, она закрытая операционная система, черт знает что, а не операционка, вот серьезно вам говорю. И телеки вроде неплохие, Hisense, и вот такая вот чушь. А теперь Android TV, одна из самых распространенных операционных систем. Зачастую они есть на Sony, на TCL, на Skyward, на Xiaomi, на Kiwi, Haier, Hyundai, Hyundai вообще, если правильно, и на Шиваке. Чего мне не хватает, допустим, на телевизорах с Android TV, это взаимодействие их с разрешением, то есть я не могу менять разрешение изначально. То есть все это полагается на апскейлинг самого телевизора, то есть если этот контент, то есть если я смотрю 1080p контент и поставил 1080p, то я буду как бы смотреть более-менее нативное разрешение, конечно, там с каким-то билинейным апскейлингом. То в данном случае он сам ставит какое-то разрешение, сам чего-то мучает, и плюс, конечно же, во всех этих моментах отсутствие 24 честных кадров. Я еще не видел ни одного нормального Android TV, они работают либо 60, вернее 24 via 60, но честных 24 кадра это можно получить только через HDMI. И Google TV тоже уже появляется Sony, абсолютно вообще такая бесполезная для наших широт операционная система. Если здесь как-то выделен маркет, вот эти вот каналы, тут можно сортировать, и это все хорошо сделано, то в Google TV вообще там испортили все с голосом, с голосовым поиском, там просто трагедия, там он ищет внутри приложений, нужно заходить в приложение, искать внутри приложения, то есть такого привычного, на Chromecast 2020 там ребята делают, они замораживают, устанавливают другой АПК, и все это получается. Но в данном случае, вот взяв из магазина, вы будете мучиться, потому что, во-первых, Play Store, это на Sony можно там Play Store установить через нижние ссылки, а если это другой производитель, то надо сидеть в пульте, Play Store, и все, и пошло. Но вот в принципе основные 5 операционных систем, которые я для себя выделяю. Почему, допустим, я считаю, что нужен TV-бокс? Давайте подумаем, какую функцию несут на себе TV-бокс. Вот я выбрал 3 ярких представителя, которые обычно там на слуху у всех: NVIDIA Shield, Zidu и Yugos AM6B+. Почему? Давайте, какие функции несут Smart TV-боксы? Первое. Ну, конечно же, воспроизведение контента из различных источников. Ну, например, через TorServe. Ведь в отличие от, допустим, VPOS, Tizen, Vida, ну, я не говорю про Android TV, про Google TV, о них мы поговорим отдельно, вам не нужно морочить голову и думать, куда ставить TorServe, потому что этот TorServe изначально можно установить на свой Smart TV Box, как и все те приложения, которых, на секундочку, нормальных приложений типа Numa, Кинотренда и тому подобного, тем более видеобокса, нет вот этих вот 3 операционных системах. Для этих есть, но опять же говорю, поговорим о них позже, почему на них тоже нужен Smart TV Box. То есть, купив TV Box, вы уже на секундочку получаете TorServe, и не надо там заходить в чат, и вам будут спрашивать, где взять адрес халявного TorServe в интернете, чтобы там, и начинается вот это поднять TorServe на компьютере, еще чего-то. Нет. TV-бокс решает эту проблему. Набор приложений. Давайте, Kino HD, HD Video Box, потом Noom, Кинотренд, лампа для Android TV, Lazy Media Deluxe Pro. Огромное количество приложений для IPTV. То, чем не может похвастаться, допустим, Tizen, чем не может похвастаться VPOS, чем не может похвастаться Vida, и люди начинают там мурыжить этот OTT Play от Алекса, насколько бы он хорош не был, но он все равно ставится через костыли, используется через костыли, то DNS сервера меняют, то еще что-то. Зачем? Вы купили TV-бокс и вы получили весь набор приложений в одной коробке. Да елки-палки, сколько ж можно мучиться-то? И эти вопросы идут постоянно. Знаете, какой классный вопрос? Постоянно я удаляюсь под обзора в HD видеобоксе, допустим, вышла там новая модификация, выпустил обзор. Как установить на Samsung Tizen? Как установить на LG VPOS? Да никак не установить, это для Android. Для Android ведутся активно разработки. Далеко не так, как на вот эти вот все огрызки. Они ведутся активно, ребята занимаются. Хорошо, дальше. Что же у нас есть еще в нашем NVIDIA, сейчас мы NVIDIA Shield смотрим. Что есть в Smart TV боксах? Автофреймрейт. Это однозначно классная тема, потому что зачастую, ладно, мы берем топовые LG, топовые Sony, топовые там Samsung, но получается ситуация. В LG есть функция реальный кинотеатр, допустим, который отображает 24 кадра через 60 либо через 120.
Гц, если у них там в зависимости от матрицы. То есть он берет, распознает контент, дробит его на 24, выравнивает, либо уплавняет в случаях с уплавнялками, потому что не все телевизоры могут воспроизводить 24 кадра через 60. Это важно понимать. И одна из частых жалоб, которые я вот слышу тоже в YouTube в комментах или читаю, что ну вот у меня телевизор дергается, вот дергается изображение в динамических сценах. Или вот как убрать этот эффект уплавнялки, когда это все дело у нас выглядит как театральная постановка. Или вообще ну, у нас дергается на всем, уплавнялки в телевизоре нет, а такое тоже есть. Давайте вам пример. Xiaomi Mi TV 4S. Популярный телевизор, топ продаж. Ну, в динамических сценах он же дергается, там такой джаддер эффект, там просто жопа, я вам все честно говорю. То есть вы смотрите, ну все стробит, это ужасно. И при этом, что для таких телевизоров, именно для ряда телевизоров даже ТВ-боксы не помогут. Так вот, автофреймрейт, вот сейчас многие напишут в комментах, что такое автофреймрейт. Автофреймрейт — это способность ТВ-бокса переключать частоту телевизора под контент, воспроизводимым самим ТВ-боксом. То есть это значит, что если он играет 24 кадра контент, а все фильмы выпускаются 24 кадра, кроме некоторых, там «Хоббит», по-моему, 48, «Гемини» 60, еще там парочку каких-то было. То есть играет 24 кадра, и он через HDMI переключает в телевизоре матрицу тоже на 24 кадра. Она либо поддерживает 24 кадра чистых, либо 24 через 60, дает вам мягкий, плавный эффект. Вы смотрите фильмы мягко, в динамических сценах это все мягко, плавно. Так вот, сами по себе телевизоры этого не умеют. Я вам сразу говорю, то есть какой бы смарт-телевизор ни был, он может воспроизводить через уплавнялку. Например, в том же самом LG это TrueMotion, в Sony Motion Flow, в Samsung еще одна уплавнялка, но есть одно общее обозначение этого всего — MEMS или MEMC. Вот так вот это все дело называется. И в более дешевых бюджетных моделях там у некоторых есть, у некоторых нет, но иногда, вот знаете, вообще в бюджетных моделях телевизоров, смарт-телевизоров, даже с уплавнялкой, это самое слабое место. Потому что в динамических сценах у вас может сыпаться кубиками, где-то кто-то видит все равно дергание, кто-то еще что-то, а кто-то видит артефакты. И получается, что вы купили телевизор, вроде у вас есть Smart TV, классно, мне не нужен Smart TV бокс, мне не надо тратить деньги, а по факту вы не получаете то качество, на которое заслуживаете. Это по факту. Дальше. Это только пару аспектов, которые мы с вами обозначили. Следующее. Звук. Вот вы сейчас спросите, а что там у нас со звуком? А я вам объясню. Вообще, допустим, та же самая компания LG, последние годы, вот у меня, например, стоит LG SM910 PLA или PLB, не помню какой по буквам, ну короче, я когда его покупал, он стоил там 2-2,5 тысячи долларов, уже тоже не помню, покупал еще в 2019 году в конце, когда это была 10-битная матрица, когда в них еще была лицензия DTS, а это значит, что мой телевизор был способен декодировать, ну в случае, если я бы использовал Smart TV функцию, он был бы способен декодировать Dolby Digital и DTS. Ну и Dolby Atmos, да, в нем есть поддержка. Но тут есть вопрос. С 2020 года, допустим, даже в топовой линейке LG пропала DTS. И это касаемо абсолютно всех телевизоров. Зачастую телевизоров только лишь либо один Dolby Digital для того, чтобы работал Netflix, потому что в Netflix Dolby Digital изначально все дороги идут там, где 5.1. Либо набор лицензий только лишь для стриминговых сервисов, которые есть. И говорить об HD звуке в случае со смарт-телевизорами вообще невозможно. То есть даже наличие там HDMI и ERC не говорит о том, что вы получите нормальный звук. И с этим я столкнулся, когда делал ролик о том, как проигрывать с максимальным качеством картинки с DLNA, допустим, фильмы в Dolby Vision и с максимальным звуком. Как оказалось, я там заблуждался в одной вещи, то есть я основывался на то, что при пробросе в HDMI битстрим в настройках LG он выдаст мне базовый звук. Но не тут-то было, он не выдал базовый звук, и получается я был ограничен только тем звуком, который он способен декодировать. Но вот такая вот ситуация получилась. А там, где не было DTS, то вообще DTS не выдавало. И приходилось искать только с теми дорогами, которые мне нужны, но не всегда в лучшем качестве. И получается, что давайте вот сейчас вот от NVIDIA, ZIDU и Yugus мы берем, а эти приставки могут пробрасывать через HDMI. Ну, во-первых, некоторые декодировать, например, как ZIDU и Shield, а Yugus пробрасывать в HDMI битстрим, допустим, именно в постру.
Они могут пробрасывать Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS HD Hi-Res, DTS HD Master Audio, DTS X и Dolby Atmos. На секундочку, вы можете подключить свой ресивер напрямую к ТВ-боксу, либо через HDMI. Если есть, ну, допустим, через оптику, вы не получите, конечно же, HD звука, но вы все равно получите DTS, которого, допустим, нет в телевизоре. То есть те, у кого есть ресиверы, это однозначно Smart TV Box. А если это ресиверы с поддержкой True HD, DTS X, DTS HD Hi-Res, DTS Dolby Atmos, то это однозначно конкретно нужен TV-бокс. Конечно же, TV-боксы не все поддерживают там HD звук, и мы для этого, допустим, выпускаем наши обзоры и показываем вообще топ-5 TV-боксов в разных ценовых категориях, лежат в описании под видео. Давайте следующий момент. Что мы получим в ТВ-боксах, чего мы не получим в телевизорах? Гигабитный LAN-порт. Зачем гигабитный LAN-порт, спросите вы? Да просто потому что, например, Zidu. У нее есть SATA-порты, вот есть карман, сюда можно подключить жесткий диск и получать фильмы через раздачи напрямую в свой ТВ-бокс. И гигабитный LAN-порт здесь очень нужен. Например, NVIDIA Shield, гигабитный LAN-порт нужен нам для того, чтобы смотреть онлайн-раздачи в очень классном качестве, в Dolby Vision, а именно они могут смотреть, могут декодировать Dolby Vision. И при этом, ну, допустим, если у вас нет нормального Wi-Fi роутера, вы вткнули, допустим, LAN на гигабиты, это будет идеально. Ну, или играть в GeForce Now. Да, кстати, играть это тоже одна из основополагающих моментов. Но ладно, гигабитный порт, гигабитный порт. Потому что вы можете, например, поднять торрент-сервер на вашем Smart TV боксе для всех телевизоров. Такой тоже вариант возможен. Чего ты не можешь сделать ни на одном из этих смарт-телевизоров. У нас еще, кстати, открыт вопрос, как быть с Android TV телевизорами и Google TV телевизорами. Следующий момент — это установка приложений. Для Android TV существует огромное количество приложений. Целый Play Market — это раз, и целый, скажем так, черный маркет, это Telegram зачастую, это два. И количество этих приложений стремится просто-напросто к огромному количеству, ну, такое, знаете, в кавычках скажу, бесконечности. Это будет, ну, я думаю, ну, вы поняли, да, то есть мы просто-напросто берем в кавычки это слово. Это не бесконечность, но огромное количество приложений. Чего нет в смарт-телевизорах? Вы ограничены, допустим, в LG, WebOS, в Tizen, в Vida только тем набором, который кто-то соизволил сделать под это действие. И зачастую это не самое лучшее решение. Например, та же самая лампа. Люди жалуются, что не работает аэромышь, не работает то, а вот здесь вот вытекает еще один момент. Дело в том, что на все эти ТВ-боксы можно подключать сторонние пульты. Пультов достаточно много, например, там с аэромышью, если вам нравится тыкать кнопками, мышкой в экран, да, там, хотя это, я считаю, извращение, я пользуюсь пультами, хотя я пользуюсь, ну, вот такими, да, там, пультами, там, в данном случае это G10 BTS Plus, очень классный пульт, я им пользуюсь, либо Югу с пультом я тоже пользуюсь, и меня практически все устраивает. Но тут у нас выходит следующий момент. Если у вас ломается пульт в телевизоре, то особенно в брендовом зачастую это только, допустим, фирменный брендовый пульт, либо на случай с Android TV, да, там будут работать эти пульты, но они не будут нормально включать телевизоры, а зачастую еще и выключать. Как пример, там некоторым рассказываешь, ну, снимаешь обзор, говоришь, это пульт для ТВ-бокса, они накупают на телевизоры на Android TV, говорят, а у меня не включается, какой ты херовый чувак, вообще, как ты мог? А я говорю, не должно, как бы, допустим, в том же, опять же, вернемся к этому злополучному Xiaomi Mi TV 4s, у которого Bluetooth пульт и нет инфракрасного порта, и запрограммировать кнопку нельзя. И все, мы, получается, с вами попадаем в ситуацию, когда мы выключили, а включить, ну, только подходить к телевизору через кнопку. Вот мы имеем вот такую ситуацию, поэтому это тоже еще одна из основных проблем. А что мы получим из преимуществ еще со Smart TV боксом? Это поиграть, потому что даже если вы используете смарт-телевизор на Android TV и на Google TV, поверьте, они не предназначены для игр. Их материнские платы зачастую не отвечают никаким стандартам охлаждения в случае с игровыми платформами. Конечно, самый лучший для Android TV игры — это целая, скажем так, маленькая вселенная. Это не чистый Android, это Android TV игры. Вы сможете закачать в маркете достаточно огромное количество. Если брать еще GFN, то там огромное количество и классных игр. И подключив геймпад, а геймпадов, извините меня, продается там огромное количество. Тоже, наверное, парочку геймпадов кину вам классных в
в описании под видео с обзорами и ссылками. Но вы получите, ну, допустим, в случае с Nvidia Shield, хотя мне многие доказывают, это не игровая платформа. Да, накося-выкуси. Вы давно вообще лазили в Play Market? Давно смотрели игры, какие там есть? Бэтмен, Раптит 2. Вы вообще играли в такие игры? Это же просто шедевры. Там же не только, допустим, там Бэтмен, там есть Стражи Галактики, там классные игры есть. И уже давным-давно забудьте, что на Android TV нечего поиграть серьезно. Я вам специально выпущу вот такой вот классный обзор, допустим, там, я уже делал обзоры на игры, но я сделаю именно классные игры. Я выберу классные, прикольные игры, на которых можно поиграть. И смарт-телевизоры этого тоже лишены. Это тоже вот такой вот момент. Теперь дальше идем. В смарт-телевизорах зачастую используются, ну, крайне редко в топах, USB 3 порты. USB 3 порты есть всегда в смарт-ТВ-боксах, даже очень дешевых, а это нужно для закачки тех же самых фильмов, если вы не используете компьютер. Это нужно, допустим, для воспроизведения огромных фильмов, которые вы закачали, например, там 100-гиговый аватар. Да, меня там все ругают, почему ты показываешь 100-гиговый аватар. Но, ребят, закачайте 100-гиговый аватар или там Gemini 68 гигов. Возьмите его, покачайте с, допустим, с того же самого жесткого диска на телевизор. Ну, есть телеки, которые справятся, а бюджетные так вообще просто-напросто будут вешаться. А в случае, если со звуком там еще проблемы, именно там DTS-дорога будет на какой-то раздаче, то мы прилетели. И с добрым утром Буратино. Да, конечно, у телевизоров есть свои преимущества. Как я уже поднимал эту тему, что если, допустим, в случае проигрывания жесткого диска, либо с DLNA, мы получим максимальное качество. Но, давайте так, справедливости ради. Я, конечно, не святой человек, и это действительно правда, что при макросъемке можно увидеть некоторые различия, но простой обыватель абсолютно не увидит практически никакой разницы при использовании смарт-ТВ-бокса, качественного смарт-ТВ-бокса и, допустим, встроенного плеера того же самого телевизора. То есть вы, ну, если брать вообще Shield и Zidu, то вы там вообще, ну, практически разницу, знаете, с лупой вот так вот возьмете и будете рассматривать, там, вот здесь вот там точка не появилась, она сгладилась, допустим, на Smart TV боксе, или там какой-то более кубический угол при апскейлинге, да, то есть это реально правда, многие так и делают, когда пытаются что-то доказать. Но, хотя это не относится к дешевым ТВ-боксам, на дешевых ТВ-боксах сразу разницу видно. То есть, но мы с вами имеем вопрос того, что смарт-ТВ-боксы это практически платформа универсальная. Вы можете взять смарт-ТВ-бокс, переставить на другой телевизор, и вам не нужно будет ничего перенастраивать. Вы можете этот смарт-ТВ-бокс возить с собой, вы не будете возить с собой телевизор. Если вы возьмете смарт-ТВ-бокс в виде стика, то это вообще универсальное устройство. Кинули в сумку с собой, уехали в командировку или на море, подключили на море к любому телевизору, подключили Wi-Fi и смотрите, пожалуйста. То есть вы не привязаны к месту, вы не привязаны к какому-то устройству, чего не скажешь про смарт-телевизоры. Но теперь давайте обсудим Google TV и Android TV, которые есть. Единственные телевизоры, которые можно было бы считать, что на них не нужны смарт-ТВ-боксы, это Sony. Я вам серьезно говорю. Но и тут есть один немаловажный момент. То есть Sony имеют нормальные процессоры, там Cortex A55 в более бюджетных моделях, в более дорогих моделях еще интересней, хотя зачастую это все МТК. То есть телевизоры вообще построены на МТК зачастую, потому что они там строят им продают эти процессоры там пачками. Ну и МТК, скажем так, они на мультимедийных устройствах, ну есть Broadcom, есть МТК, они на мультимедийных устройствах очень сильно, знаете, не повернутые, а собаку съели, вот, если так сказать. Но теперь давайте посмотрим. Дело в том, что, допустим, в том же Sony есть Motion Flow, да? В более бюджетных моделях он работает, допустим, только в нативном плеере, в более дорогих он работает во всех плеерах, но тут есть момент. Там нет чистых 24 при использовании этого самого Motion Flow, 24 кадра я имею в виду. И в любом случае, вы когда будете смотреть контент, у вас будет ощущение там либо мыльной оперы, либо еще чего-то, и вы не получите чистого, допустим, там, эффекта, киноэффекта. Такой киноэффект на Sony можно достичь, допустим, при использовании там хороших плееров типа Shield, Zidu и, допустим, с автофреймрейтом у нас там Yugus AM6+, ну, это на любителя чистого андроида, либо того, что подешевле. То есть мы, получается, имеем с вами такой интересный эффект. Ну, если говорить про Android TV телевизоры, допустим, дешевые, то там трагедия. Там вообще трагедия, там слабые процы,
Торсерф нормально не вытягивает, большие жалобы на то, что у меня там Торсерф фильм не тянет, все, я поставил, вот ты опять там обманул, с чем обманул? То есть поставьте, купите, ну, поставьте на ТВ-бокс и посмотрите, как это работает, или либо внешний сервер ставьте. И тут получается, знаете, коммент, что мне делать на моем Xiaomi, опять же, вернемся к этому, на моем Xiaomi Mi TV 4s или на Kiwi, торрент, там фильм на 50 гигов лагает. Что мне делать? Я им обычно отвечаю одной фразой: купите нормальный ТВ-бокс и не морочьте никому голову. Потому что вы пока это будете делать, вы заморочитесь. А если брать бюджетный Android TV, то там и MEMS, может быть, допустим, того же Kiwi прошлого года, они заявились MEMS уплавнялку, которой вообще не было. То есть он тест 24 кадра проходил, а плавности вообще не было. Дергало так, что просто на голову не натянешь. Я об этом в обзоре говорил, что, ребят, есть MEMS, но мне не хватает плавности. Я смотрю на картинку, она не плавная. То есть для меня не было киноэффекта вот этого плавного. Вот и все. То есть мы с вами, хотя вот в остальном все, дорогие, ну, хорошие Sony телевизоры зачастую не требуют наличия Smart TV бокса. И вам это нужно помнить. Единственное, что стоит заморочиться с Smart TV боксом Sony, если вам нужен качественный HD звук, это раз, либо чистый автофреймрейт, это два, либо вы, ну, я не знаю, либо вы большой приверженец Smart TV боксов и любите там поиграть. Это 3. В остальном все. Для всех смарт-телевизоров я считаю, что необходимы Smart TV боксов. Однозначно. Я вам перечислил уже все, что я сказал, да, вот все, что я считаю. Но что бы я купил бы себе? Я вам честно скажу, я очень обожаю NVIDIA Shield TV Pro 2019. Многие знают это, я иногда его ругаю его по одной простой причине, потому что я очень сильно люблю смотреть YouTube в HDR, ролики различные, ну вот люблю я, у меня целые плейлисты есть, целый набор этих роликов, я вот прям, у меня телевизор, да, там до 1000 кандел выдает в HDR, там до 960 выдает в HDR в пике, и грех не смотреть HDR ролики. У NVIDIA Shield нет YouTube HDR, в остальном всем, там есть Dolby Vision, там есть все охренительно на самом-то деле. Просто все опупительно. И я действительно рекомендую этот ТВ-бокс всегда, но с такой вот поправкой. Ну и нет там еще HDR 10+, это для владельцев, допустим, Samsung очень актуально, потому что в Samsung нет Dolby Vision, но есть HDR 10+, и хотя говорят мало фильмов, их далеко уже не мало, просто люди не знают, где их искать. Это все мелочи. А что бы я еще купил? Из ZIDU я бы взял ZIDU Z10 Pro. Я не готов брать ZIDU Z1000, именно прошку, я не готов брать ZIDU Ultra HD 3000, это овер до хрена денег, и они не оправдывают. И я не такой вот аудиофил там сумасшедший, чтобы получать. Но почему ZIDU Z10 Pro? Возможность установки жесткого диска, поддержка всех форматов, плюс Blu-ray диск меню, поддержка Dolby Vision HDR, поддержка автофреймрейта с переключением разрешения. Вот именно по этой причине и хороший Wi-Fi. То есть у всех этих моментов есть хороший Wi-Fi. Югус AM6+, AM6B+. Ань, подай, пожалуйста, мой Югус. Сейчас мне Анечка подаст 6. Вот, она его отключила. Вот чем я сейчас пользуюсь. На Android TV модуле, то есть я использую его в паре вот с таким вот пультом сейчас, G20S BTS Pro я отключил, вот это вот тоже Bluetooth 5 пульт с голосом, я на Android TV модуле использую и просматриваю. Основной мой вариант, я с Plex сервера смотрю Dolby Vision фильмы, он отлично работает, с Plex с Dolby Vision через Plex, с Dolby Vision простым у него есть определенные проблемы, но сейчас они решаются. Ну, проблемы именно, знаете, бывает там в плеере выбивает в черное или из плеера выходит черный экран, такое есть, но он с Plex работает абсолютно корректно с Dolby Vision, при этом со всеми профилями. При этом мне нравится то, что я могу его кастомизировать. Ну, допустим, там чистый Android, я там бывает там ставлю, допустим, прошивку чистого Android и начинаю там кое-что работать. Плюс я на нем поднимаю ретро-консольные игры, и плюс я еще сюда заливаю иногда Linux Manjaro ARM. Очень бывает нужен, там куда-то едешь, очень далеко, закинул Linux Manjaro ARM, я работаю с текстовыми файлами, там с различными, там Аня скидывает, и на Linux именно я могу с этим поработать. Поэтому я с ним работаю. Вот хотите ссылки на продавцов размещу в описании под видео, а если вам дорого, то есть топы в разных ценовых категориях, разные ТВ-боксы мы давным-давно обозревали, и все они есть, эти тоже обзоры у нас на канале. Ребят, я вам свое мнение сказал, давайте теперь в комментариях дискутировать.
Только, пожалуйста, давайте дискутировать обоснованно и без оскорблений там, друг другу участники этих дискуссий. Иначе буду безжалостно банить на нашем канале. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет пальцев вниз, обязательно подписываемся. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока.